Здравствуйте, друзья! Сегодня показываю вам двух малышей. Мы с вами уже говорили о них, пересаживали. Я вам их уже показывала. Поэтому одного малыша просто пересажу, а другого покажу. Ну, чтобы вы были в курсе, что с ними происходит. Хочу выразить благодарность спонсорам моего канала. Большое вам спасибо за поддержку моего канала. Эти два малыша на канале у нас уже один приблизительно 3 месяца назад, я вам его показывала. Я его приобрела в конце августа, но видео вышло где-то в конце сентября, но я там делала вставочку для того, чтобы было понятно, когда я его приобрела. И мы с вами в этом видео его пересадили. Подсказочки я, как всегда, оставляю в правом верхнем углу. Кому интересно, проходите, смотрите. Это маленькая бабочка. Название, конечно, я напишу вот здесь. Мы ее с вами пересаживали в перлит для того, чтобы нарастить ей корешки. Корешки у нас очень хорошо наросли. И пересаживаю я ее потому, что вот здесь начал корешок выходить в дырочку в горшке. И видите, я его поставила вот в такой поддончик. И, естественно, корешок почернел, потому что он стоит ровненько на этом поддончике. Но вы видите, что я поставила здесь еще и стаканчики. Потому что иногда, когда у нас очень жарко, то есть весь август-сентябрь был жаркий, я ставила вот так эти орхидейки. Здесь было небольшое количество водички. Или после полива, когда я полила, и из перлита невозможно слить всю воду, я просто ставила на керамзитик, и водичка туда стекала, и еще и немного добавляла влаги этому цветочку. А когда у нас стало прохладно, я переставила вот так. Ну и когда мне надо, я поставлю то так, то так. Но это в зависимости от того, какие условия у меня в квартире. Вот этого малыша мы сейчас пересадим, заодно и посмотрим, какие у него корешочки там. А вот этого я вам недавно показывала, буквально месяц назад. Мы его тоже пересаживали из мха, и у него просто начали расти корешки. Вот здесь видно, что маленькие-маленькие корешки проклюнулись. Это корешки от шеи. И сейчас я вам постараюсь показать внизу. И внизу тоже видно, что там уже распукленные его старые корни растут. Пусть еще месяц посидит в перлите, дорастит вот эти маленькие корешки, которые он начал растить. И тогда мы его тоже уже пересадим в керамзит практически на постоянную посадку. Ну, по крайней мере, на год точно. Этот еще не начал растить листик пока. А у этого появился маленький, еле заметный, но уже есть и листочек. Поэтому давайте разбирать и пересаживать уже на постоянное место в керамзит. Но хочу вам сказать еще чуть-чуть добавить к тому, почему у меня посадочка в перлит. Наверное, я уже это рассказывала. Но все-таки повторю вам еще раз, потому что предвижу, что по этому поводу будет много вопросов. Потому что под тем видео было, а почему вы сразу не пересаживаете в керамзит? У меня, например, в керамзите все растет, и даже такие малыши. Я придерживаюсь теории или моей практики, скорее всего. Эти малыши азиаты, и они приходят в очень таком влажном, но они не приходят во влажном состоянии, а грунт, в котором они приходят, то есть это мох. И они привыкли к очень влажному содержанию. И если их сразу пересадить в керамзит, то для них это будет большой стресс. А малыши 1,7. И для того, чтобы они меньше испытали этого стресса, я сначала пересаживаю в перлит, потому что это более влагоемкий грунт. И учу их просушкой привыкать к более сухому грунту. Можно керамзит назвать более сухим грунтом, менее влагоемким. Поэтому это как переходная стадия. Поэтому перлит я использую как переходную стадию между мхом и керамзитом.
То есть в это время, когда находится малыш в перлите, я его поливаю, а потом полностью просушиваю. Просушка занимает вот такой даже маленький стаканчик, в зависимости от температуры воздуха в моей квартире, занимает от недели до 10 дней. Ну и в перлите корни чаще всего остаются вот такими, видите, темно-зелеными. Вот всего один корешок, который уже вырос у меня, он серебрится. И слышите, как... Сейчас замолчу и покажу вам, как хрустит сухой перлит. Вот этот хруст, это значит, перлит уже высох. Посажу его в горшочек арте. Ну, у меня горшочек арте 1,6. Понимаю, что корней маловато будет, но другого, меньшего горшочка у меня нет. Да и зачем уже устраивать ему еще лишние пересадки? Давайте сразу в такой горшок, пусть там наращивает уже корешки. Так, видите, перлит сухой, все высыпается. Можно и так сделать. А вот этот корешок перерос к стеночке горшка. Поэтому сейчас я возьму деревянную палочку и еще раз вам покажу, как отделить корешок от стеночки горшка. Берем вот такую острую палочку. Ну, это может быть шашлычная шпажка, даже зубочистка подойдет. Здесь очень все это маленькое. И аккуратно вводим под корешок. И палочка продвигается только по стеночке горшка. И все легко сразу отделяется. Больше он нигде не прирос. Смотрим, что тут у малыша. Какие у него корешки. Вот видите, был корень внизу, вырос аж вверх. Вот большой корешочек вырос. А вот этот тот корень, который я говорила, что он закуклился. Но вот его мы сейчас и обрежем, эту черненькую часть. Когда я обрезаю такие черные кончики у корней, я не дорезаю до живого. Дальше не пойдет чернота эта вся. Но если вы чего-то боитесь, то можете обрезать до живого, но обязательно ранку обработать перекисью водорода, толченым углем или же корицей и дать обязательно подсохнуть. Так, где-то еще видела сухой. Вот сухая еще часть есть. Вот маленький сухой корешочек еще тоже отбрежем. Ну и, собственно говоря, все. Все остальное. Так, вот что. Сейчас еще увижу тут что. А, это какая-то чешуйка здесь. Думала, что это что-то плохое. Это просто какая-то чешуйка. Остальное все у малышки нормально. Вот еще какой большой корень у него тут растет. Здесь хорошие корешки. Мох остался. Перлит остался. Ничего отмывать не буду у малышки. Так и посажу. Так, давайте. Вот этот корешок, у него рос воздушным. Я его так и оставлю воздушным. Вот этот, вот он, который растет вверх, я его постараюсь заправить вот туда вниз, оставить. Вот так придерживая. И, кстати, он будет доставать до краешка горшка. И нам будет его видно. И будет удобно наблюдать, как он растет. Вот так придерживая, потому что до низа корни не достают. Так, сейчас, секунду. Можно вот этот еще опустить корешочек. Вот так. Не хочет опускаться. Давайте попробуем. Нет, этот не хочет. Ну, не хочет, значит, не хочет. И вот так засыпаем. Так, я засыпала керамзитиком малышку. Сейчас покажу. Вот один корешок виден. Вот корешок остался виден.
Вот маленький корешок остался виден. Поливать я буду его теперь, когда он будет просушивать корни. И что я еще буду делать сейчас с этими малышами? Ну, не с этим пока, а только с этим. После того, как я пересаживаю в керамзит, я начинаю таких малышей удобрять. И удобрять удобрением с большим содержанием азота. Ну, то есть тем удобрением, даже можно там 20-20-20 есть удобрения, чтобы присутствовал и фосфор, и калий, и азот обязательно. То есть азот у нас для зеленой массы. От фосфора очень хорошо растут корни, поэтому через полив такой малыш, как и все мои орхидеи, будет получать удобрения. Но те, которые готовятся к цветению, получают удобрения с большим содержанием калия и фосфора, а этому малышу нужно расти. Ему не нужно сейчас цвести, потому что он еще очень маленький. Ему нужно нарастить корни, листовую массу, и тогда, может быть, это случится к весне, может быть, к следующему году. 1,7 очень маленькие, поэтому для него важно или удобрение с равным содержанием фосфора, калия и азота, или более азотистое удобрение. Поэтому через полив я сейчас начинаю это делать. За такими малышами пока такой уход. Ну а потом посмотрим, что с ними дальше делать. Как подрастет, я вам обязательно его покажу. Потом будет эта пересадочка, тоже обязательно покажу. Но это где-то через месяц, через полтора, когда у нас начнется рост или листиков, или активный рост корешков, я вам обязательно еще раз расскажу про этого малыша. Так что, если вам интересно, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, будут обязательно приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале, и вы все узнаете и об этих малышах, и о всех моих остальных орхидеях. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!